Всем привет, всем доброе утро. Время у нас сейчас 7:30. Я завтракаю. Сделала себе тосты вот с таким риетом, намазала риетик такой мой любимый, знаете, наверное, уж 100 раз показывала. Кофе с молоком, с медом. Вот. Все, сейчас буду завтракать и по делам побегу. По каким делам я пока вам не буду рассказывать. Вот, но заранее заинтригую. Все, ладно, всем хорошего дня. У нас, кстати, на улице пасмурно. Вот такая погода. Птички летают, я так думаю, к дождю. Такие птички. Вот. Алина тоже уехала в школу. Она сейчас в лагере, вожатой. Вот. И Саша, соответственно, тоже. Все, ладно. Всем хорошего дня. Смотрите дальше мой влог. Иду я домой. Хотела вам показать, у нас тут возле нашего подъезда пионы садили. Смотрите, какая красота. Правда, уже отцветают. Ну, все уже очень красиво. Вот. Дела сделала, иду домой. Так, я тут решила попить кофе с пряничками. Lucky Day, шоколадные прянички. Вот. И сейчас кое-что вам расскажу. Так, а рассказать я вам хочу о том, что я вчера была на приеме у ортодонта и надумала поставить брекеты. Вот. Поставить брекеты на верхнюю и нижнюю челюсть. Записалась я наверх на 28 июня. Да, и низ будут ставить 6 июля. Смотрите, какой красивый закат. Красивый мужчина. Красивый мужчина. Как бы телефон не уронить с этим красивым закатом. Вот с этой стороны. Вау. Да? Вообще супер. Радуга. Только сейчас увидела, смотрите. На часах без 15:10. Я, знаете, что делаю? Я ем конфету. И варю суп. Гречневый суп на курином бульоне. Вот такой. У меня включается фонарик. Понятно. Автоматически. Вы когда-нибудь варили гречневый суп? Я знаю, что есть люди, которые вообще-то ни разу даже не ели такой супчик. А я люблю. Я даже больше люблю гречневый суп, чем просто гречку. Вот. И достала мясо. У меня стейки. Хочу их до завтра. Они у меня постоят. Разморозиться, завтра утром замариновать, и уже это на вечер будет. Вот, как-то так, время уже, да, пора уже идти спать. Ну, суп практически сварился, выключаю. Ездили Саша сегодня в рыбный магазин и купили судаков. Вот, он решил судаков пожарить на ужин. Ох, вкуснятина такая, запах такой обалденный. Ужинать иду, ужинать. Пожарила я судаков. Закрываю. Терпеть не могу, когда все шкафы купе, а шкафы открыты. Всегда закрываю, хожу. Так, пожарила я рыбку. У меня лицо что-то все блестит, вспотевшее. Так. Ой, как я не люблю сейчас себя снимать селфи, потому что лицо круглое. Не люблю.
наверное, 3 кусочка. 3 кусочка и огурчик порежу. Попочки я Наполеона всегда вставляю. Он тоже любит. Ну что? Пойдемте кушать. Пятерочку заходила. Думаю, надо какую-то приправу рыбную купить. Блин, да. Эти судаки мелкие были, косточки есть. Когда судаков крупных покупаешь, костей не так много. Ну как, костей, конечно, столько же, просто она просто не крупнее и как быстрее удаляются. Всем привет! Я нахожусь возле стоматологии. Поставила брекеты. Вот такие дела. Иду на остановку и поеду сейчас домой искать паспорт. Куда делся паспорт, я не знаю. Утром сегодня все облазила, обрыскала. Паспорт я дома не нашла. Вот, поставила брекеты. Саша сказал, какой ужас. Я считаю, что это не ужас, а шаг к красоте, как вы считаете. Вот, пока как бы, ну, боли какой-то я не ощущаю, нормально, пока комфортно. Посмотрим. Ближе к вечеру. Ну, сказали, что если что, можно будет какое-то обезболивающее выпить. Вот. Какие будут ощущения, я вам в дальнейшем буду говорить, рассказывать. Я уже дома. Вот, Алина у нас, кстати, сегодня тоже получила аттестат за 9 класс. 4, 5. Молодец. Ни одной 3, нет, умничка. Поздравляю ее. Вот, сейчас мы с ней будем обедать. На обед ничего не готовила, вообще ничего нет. Алина говорит, мам, свари пельмени. Вот. Буду сейчас варить пельмени. Обычные. Стародворье. Из свинины и говядины. Медвежье ушко. Вот. Так, что хочу сказать по поводу брекетов. Вот они сейчас у меня стоят. Вот. У меня вот эти 2 передних зуба, они были нарощены, то есть на них пломба стоит впереди. Вот. Ну, как бы специально я делала, чтобы выпрямить их. Они у меня немножко как бы под углом друг к другу были. Вот. Сейчас вот после ношения брекетов они у меня станут как бы должны стоять в один ряд. Но так как на них сверху пломба была, поэтому они будут немножко, как она говорит, домиком. Поэтому придется ставить спереди виниры. Вот к этому как бы она заранее меня подготовила. Ну, как бы оно и надо было думать, потому что по-другому здесь никак. Вот. Потом вот этот вот зуб, она сказала, вытянет немножко. На нижние тоже будут ставить 6 июля. Вот. По цене, значит, всем интересная цена. Так, я ходила на первичный прием. Было 2800 КТ и 1000 рублей первичный прием. Итого было 3800, 4000 рублей. Наверх брекеты 36 тысяч, низ 36 тысяч будут. И ежемесячно, где-то, ну, может, она сказала чуть попозже. Кстати говоря, у меня врач-ортодонт женщина. Ну, она возрастом, наверное, чуть-чуть за 30. Я так, она мне сказала, что ходить нужно будет, ну, там, не знаю, подкручивают же, да, то есть дуги подправляют где-то раз в месяц, а в дальнейшем, ну, где-то, может быть, раз в 1,5-2 месяца. Вот. Это будет стоить тоже где-то в районе 3000 на 2, ну, чтобы 2 дуги поправить. Вот. Пока так. Значит, ходить придется с верхом где-то ориентировочно год и нижний где-то 1,5 года. Вот. Пока как бы так. Пока так. Сейчас вот прошло уже
2 часа после того, как поставили. Никакого как бы особо сильного дискомфорта я не ощущаю. Ну да, есть тут вот ощущение, что тут какая-то железка как бы немножко даже чуть-чуть натирает тут по бокам, но это, знаете, не критично. Боли как таковой вообще нет. Не знаю, она может, конечно, попозже появится. Я вам расскажу о ней, если она будет. Вот. Что еще? Ухаживать нужно, каким образом чистить с щеткой после еды средней жесткости, вычищать все остатки пищи. Вот. 2 раза в день как бы стараться, утром, вечером, ну и, соответственно, вот вычищать остатки пищи, либо споласкивать рот, если, например, где-то не дома находишься. То есть каждый раз чистить зубы, как бы он сказал, что не обязательно, но все-таки стараться, чтобы все это вычищать, все остатки пищи. Что еще? В принципе, все, наверное. У кого был опыт или кто сейчас носит брекеты, поделитесь, пожалуйста, со мной внизу в комментариях, пишите об этом. Вот что и как. Вот, у меня пока вот так. Я об этом давно мечтала, хотела. Вот, и мечту свою осуществила. Сейчас я вам вставлю вот видео. Немножко снимала я, когда была в поликлинике, сидела там в кресле, она ушла на пару минуток. Я думаю, надо быстренько сфотографировать и снять себя на память. Вот, смотрите, сейчас вставлю. Потом, что еще по поводу еды. Сказала, что сильно такую жесткую пищу в плане там, не знаю, овощей, каких-то там яблок не кусать. Мясо стараться резать на мелкие кусочки. Вот, если таким образом так не кусать, потому что может отклеиться сам брекет. Вот, и придется как бы ставить на место, приклеивать заново. Затем сильно холодное и сильно горячее тоже, как бы сразу же есть, пить нельзя. То есть, в плане того, что, например, какой-то напиток, да, кофе, и тут резко там какую-то ледяную воду, потому что тоже от перепада температуры может отклеиться этот сам брекет. Я, кстати, когда разговариваю, я, как бы давно заметила, что у меня верхний ряд, вот этот верхний ряд, его не видно, у меня видно нижний ряд. Вот. И когда она меня спросила, что хотите, с чего начать, как бы, я сначала говорю, давайте, говорю, начнем снизу, говорю, я хочу низ выпрямить. Вот. Она говорит, в любом случае придется, то есть мы низ, говорит, выпрямим, но придется за ним, говорит, потянется и вверх, то есть обязательно вверх нужно будет тоже. Поэтому, говорит, я вам рекомендую сделать сразу 2, низ и вверх. Вот. На это я согласилась. Вот. Поэтому будем ходить и сверху, и снизу. Да, немножко, конечно, накладно выходит, но что делать? Красота требует жертв и трат. Меня любят на канале, да. Да, я Саше говорю, Саша, давай я поснимаю, что ты купил. Говорю, Картофель. Картофель, обзор покупок. Яблоки. Мясо. Мясо на суп. Халва, конфетки. Очень вкусно, рекомендую. Булочка сластена. Ржаной хлеб. Черешенка. Кстати, почем черешня? Черешня по 179-180 рублей килограмм. Вот. И молочко. Вот и все покупки. Всем доброе утро. Села завтракать. Бутерброд с сыром, кофе. Вот. И поняла, что у меня так болят зубы. Утром, как проснулась, я не ощущала этого. Вот сейчас, когда начала есть, вот так вот просто кусать. Вот так просто кусать бутерброд невозможно. Это вообще очень больно. И мне поэтому пришлось все вот это вот дело нарезать вот такими маленькими кусочками. Очень болит вот этот зуб. Вот этот и вот этот. Вот этот, наверное, даже больше. Ой.
Я вчера-то обрадовалась, что говорила, что у меня ничего не болит. А нет, болит. Вот тут кошечка все лапкой машет. Вот. Ну ладно, терпимо, как бы уж не совсем прям это. Но даже когда вот разговариваю, и когда у меня этот зуб касается нижних, больно. Обезболивающее можно выпить, но это не такая боль, которая прям ноющая боль. И тут, когда я разговариваю, говорю, что там касается, когда зуб об зуб, тогда да, тогда больно. Так, в принципе, нормально. Сегодня у меня, не знаю, что делать буду весь день. На улице пасмурно. Дома дел особо нет. Вчера все приготовила. Обед, ужин сварила. Вот, на ужин, не знаю, там хватит, не хватит нам, правда, на троих. Тогда, ладно, буду есть. Кусать больно. Маленькими кусочками.